Тайный визит в Минск. Кто собирается встретиться с Лукашенко и о чем будет говорить? Неожиданные подробности. Кремль отжал аэропорт у своих. Встанут ли люди на протесты? Северные потоки оживают. Кто сейчас заплатил за них и что сказали в немецком правительстве? Белый дом готовится к худшему сценарию. Посольства закрывают, консульство эвакуируют. Почему именно сейчас? На что похож легендарный экономический форум в Петербурге? Мы вам свои версии, а вы нам свои. И почему подкосила дипломатию? Что развернуло Европу? Российские деньги или американское влияние? И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Международные переговоры сорваны, дипломатия споткнулась и стала с удивленным лицом. G7 отказались от заявления по Украине. США боятся испортить переговоры с Кремлем. Reuters пишут, лидеры Большой Семерки не выпустят итоговое заявление по войне в Украине по вине Вашингтона. Канадский премьер Марк Карни был готов опубликовать жесткий текст, но США настояли на корректировке формулировок, которые, по их мнению, могут осложнить закулисные переговоры с Москвой. Глава саммита Марк Карни опубликовал итоговое заявление от имени председателя. Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента Трампа по достижению справедливого и устойчивого мира в Украине. Они признали, что Украина взяла на себя обязательство соблюдать безусловное прекращение огня и согласились, что Россия должна сделать то же самое. Лидеры G7 решительно настроены исследовать все возможные меры давления на Россию, включая финансовые санкции. По данным телеканала CBC, именно американская сторона настояла на отказе от некоторых резких формулировок. Карни теперь намерен использовать их в своем личном заявлении, уже не от имени всего саммита. Тем временем G7 все же опубликовала ряд других коммюнике по Ближнему Востоку, миграции, искусственному интеллекту и критическим ресурсам, но по Украине тишина. Ситуация остается прежней, мы будем продолжать оказывать военную поддержку Украине. По этому вопросу достигнуто согласие не только в рамках Европейского Союза, но и в группе G7. И мы будем использовать все возможности для введения санкций против России. В рамках Европейского Союза уже разработан комплексный пакет мер. Теперь The Guardian пишут, что президент Украины может пропустить саммит НАТО из-за того, что не уверен в присутствии там Дональда Трампа. США вступают в войну, но пока не вступают в войну. Противоречивые заявления оттуда, пока ситуация вокруг Ирана становится все опаснее, и США, похоже, уже одной ногой в новом конфликте. По мнению экспертов, Америка как никогда близка к прямому удару по Ирану, и инициатива идет лично от Дональда Трампа. Громкие заявления президента в соцсетях не просто слова, он требует безоговорочной капитуляции Тегерана и намекает, Вашингтон больше не будет сдерживаться. Эксперты уверены, это уже не риторика, а предвоенная подготовка и главная точка невозврата рядом. А пока американское посольство в Израиле временно закрывается, и это не профилактика, а прямая реакция на надвигающуюся угрозу. Речь не только о посольстве, закроются и консульства, то есть американская дипломатия в регионе фактически уходит в тень. Это тревожный сигнал, Вашингтон явно готовится к худшему сценарию. Если США действительно пойдут на это не просто поддержка Израиля, это война. Что произойдет, если начнется американский удар? Ответный залп по базам США, блокировка Ормузского пролива, новый мировой энергетический кризис. Как думаете вы? Пишите в комментариях, не забывайте. Иран выпустил по Израилю 2 залпа баллистических ракет, сначала 15 и затем еще около 5. Почти все были перехвачены минувшей ночью. Падений в жилых районах и пострадавших нет. В ответ на это Израиль атаковал в Тегеране объект по производству центрифуг для уранового обогащения, а также около 20 предприятий, связанных с изготовлением компонентов для баллистических и зенитных ракет. Перед ударами Цахал предупредили жителей одного из районов Тегерана на Фарси и призвали эвакуироваться. Сегодня 5-й день операции «Восходящий лев». Мы нанесли глубокий удар по ядерным, баллистическим и командным силам Ирана.
Иранский режим много лет стремился к созданию ядерного оружия, потратив миллиарды на программу по созданию баллистических ракет. Наша миссия ясна — уничтожить угрозу у ее источника. Иран не остался в стороне и тоже пообещал всяческие напасти. Главным посылом было то, что мир после их ответа прежним уже не будет. Правда, проснулись, а мир оказался прежним. Но теперь слово держит верховный духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи, и что он будет нам обещать. Операции, проведенные до сих пор, были лишь предупреждением с целью сдерживания, и в ближайшее время будет проведена операция наказания. Мы серьезно призываем жителей оккупированных территорий, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть эти районы в целях собственной безопасности и не стать жертвами варварских действий Нетаньяху. Кремль тоже решил вмешаться. Заместитель Лаврова Рябков жестко предостерег США от помощи Израилю. Даже разговоры об американском участии в ударе по Ирану в Москве считают опасной игрой с огнем. А вот, к примеру, помощник Путина считает, что все хорошо. И я считаю, что очень важно не пытаться просто усиливать некоторые проблемы, возникающие в этом процессе, но в целом нужно сделать шаг назад и посмотреть, например, на удивительные цифры. Год назад около 70% населения США считали Россию враждебной страной, а сейчас это число составляет менее 50%. В России также значительно сократилось число людей, которые считают США враждебными. Каждый второй американец считает Россию врагом. Это успех, говорят они. На фоне затяжной войны и срыва всех прежних дипломатических инициатив Вашингтон, похоже, готов играть нестандартно, даже если для этого придется иметь дело с двухстульным диктатором. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог может в ближайшие дни совершить неожиданный и тайный визит в Беларусь для встречи с Александром Лукашенко. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. Подробности тщательно скрываются, но в кулуарах сам Келлог называет поездку потенциальным поворотным моментом в попытках запустить мирные переговоры между Киевом и Москвой. Если встреча все же состоится, Келлог станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Беларусь за последние годы, после визита госсекретаря Майка Помпео в 2020 году. Тогда США пытались использовать охлаждение между Минском и Кремлем, чтобы выстроить собственный канал влияния. Похоже, Вашингтон снова пытается нащупать дипломатический выход через того, кого неофициально называют последним союзником Путина в Европе. Газ пошел не туда, но все-таки пошел. Американский бизнесмен Стивен Линч якобы выкупил долги оператора трубопровода Nord Stream 2 и прибыл в Берлин на переговоры. Но даже несмотря на это, на неофициальные визиты спецпредставителя Трампа Ричарда Гренелла в штаб-квартиру компании в Швейцарии, на фоне таинственных визитов американских эмиссаров, погашенных долгов и кулуарных сделок в Швейцарии, в Берлине поставили жесткую точку. Северный поток-2 не будет перезапущен ни с «Газпромом», ни без него. Вы знаете нашу позицию по этому вопросу. Федеральное правительство четко исходит из того, что Nord Stream не будет запущен в эксплуатацию. Интрига в другом. Зачем тогда все это, если Германия уже давно закрыла вопрос? Возможно, кто-то все еще хочет вдохнуть в трубопровод политическую жизнь, обойти санкции, замести следы, сымитировать независимого оператора. Но в Берлине сигнал однозначный, второго шанса не будет. А в Санкт-Петербурге проходит экономический форум. Уже мало чем можно нас с вами удивить, но тем не менее у них это удалось. Начнем с того, что за футболками с цитатами Путина, Лукашенко, Лаврова и прочих выстроилась целая очередь. А вот, к примеру, павильон главной пропагандистской площадки медиахолдинга News Media Holding. И выглядит он достаточно апокалиптично. На форум приехали и представители движения «Талибан», как ведущие мировые экономисты. И с каждым годом нас все больше. Призываю вас комментировать это видео, какое бы название вы ему дали.
Суд в Московской области молниеносно удовлетворил иск Генпрокуратуры. Международный аэропорт Домодедово вместе с ключевыми активами теперь переходит в собственность государства. Решение вступило в силу немедленно, без отсрочек и без компромиссов. Домодедово теперь под жестким контролем. Суд запретил компании любые финансовые маневры, включая выплату дивидендов и эмиссию. Операторы аэропорта обязаны немедленно предоставить Росавиации полный доступ ко всей внутренней документации, включая финансовые и технические данные. В дело вмешалось даже федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера», формально для предотвращения ЧС. Слушания перевели в закрытый режим еще в феврале. Прокуратура ссылалась на угрозу разглашения данных о системе антитеррористической защищенности и каналах вывода капитала. Аргументы защиты суд проигнорировал. Домодедово — крупнейший хаб страны. Оттуда летают С-7, Уральские авиалинии и Red Wings, а также международные перевозчики Emirates, Air Arabia и Egypt Air. Однако в 2024 году пассажиропоток обрушился на 23%. За первые месяцы 2025-го еще минус 9%. Теперь у аэропорта новый владелец, а у крупного российского бизнеса еще один тревожный прецедент. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.